Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. В сегодняшнем видео я буду снова обсуждать тему релиза игры World of Tanks Heat. Уже не первый раз я делаю такое видео, потому что официальной информации от разработчиков нет, и поэтому я пытаюсь чисто на логике угадать, когда все-таки выйдет игра. Тем более последние дни у меня появились определенные мысли, которые хотелось бы рассказать. Если делать пост, например, в моем телеграм-канале, пришлось бы очень много писать. Кстати, если вы не подписаны на телеграм, обязательно подписывайтесь. Какие новости по игре выходит, я сразу же там публикую. И поэтому я решил все рассказать в своем видео новом. И конечно же я записываю это видео для того, чтобы собрать просмотры. Куда же без этого? Тем более нужно же что-то по этой игре снимать, пока игра еще недоступна. Потому что заготовленные темы, которые у меня есть, они рано или поздно кончатся. Это вот можно сказать ответ на вопрос тем, кто любит в комментариях писать, то что типа видео ни о чем. Я могу только таким людям ответить: считайте, что видео ни о чем, можете не смотреть. Я вас не заставляю. А остальным я предлагаю послушать мои мысли, которые пришли ко мне в последние дни. И давай, наверное, переходим теперь к основной сути видео. Как я сказал в самом начале, на момент записи этого видео информации о дате релиза еще нет. Я очень надеюсь, что я успею выпустить это видео уже в субботу, потому что у меня на эту субботу планировалось другое видео. Но я решил все-таки поменять план и выпустить вот это, с аналитикой той информации, которая есть сейчас. Поэтому я очень надеюсь, что к субботе успею. И также к предполагаемому моменту выпуска этого видео, возможно, какая-то информация появится, потому что на прошлой неделе разработчики начали снова выпускать шортсы на свой основной канал на ютубе. Ну и в инстаграме тоже. Они обычно это делают одновременно, практически всегда. И шортсы были, можно сказать, очень интересного содержания. И эти шортсы были из серии «Танк Мануал». Это можно считать как обучение. Первый шортс вышел 7 мая по танку Абрамсу. Там разработчики показали краткие его характеристики и как на нем примерно нужно играть. Также в этот же день в Стиме вышла статья, тоже статья по обучению. Там нам рассказали, как в основном работают некоторые основные механики игры. Например, падение при непробитии урона с дистанции, как работают экраны и как работает динамическая защита. Также, как было упомянуто в той же статье, скоро должна появиться статья, которая связана с механиками видимости. Правда, я не знаю, что можно туда написать, потому что в игре система прямого контакта, как и в большинстве игр. И нет такой классической системы, как в мире танков. Поэтому я не знаю, что они могут там написать, потому что, в принципе, все и так понятно. Система обзора, конечно же, есть, это связано с отображением, с расстоянием, на которых метки отображаются. Но целую статью про это делать, ну, такое себе. Поэтому мне тоже будет интересно посмотреть, что там разработчики напишут. Через день, 9 мая, в великий праздник День Победы, разработчики выпускают еще один шортс по танку ЛВТ, агента Кента. Следующий подобный шортс был по танку Леопард 1 А6А1. Он вышел 12 мая. И последний шортс, который вышел в момент записи этого видео, 14 мая, по танку ФВ-4030, он же Челленджер 1. Сначала я думал то, что разработчики выпустят шортсы по всем начальным танкам, но потом, когда появился еще один шортс, мне даже пришлось вот видео там частично перезаписывать. Я так думаю, что дальше будет. Они выпустят подобные обучающие шортса по всем танкам, которые были на закрытом бета-тесте в апреле. И после этого, надеюсь, мы увидим уже анонс релиза игры. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка — это лучший способ это сделать. И когда вот это начало все выходить, я логично подумал, как и в случае с ЗБТ было. Разработчики там какие-то статьи выпускали, видео выпускали, связанные тоже с таким обучением. И также в этом случае. Если разработчики начинают обучающие шортсы выпускать или видео, неважно, не в этом суть. То, что значит, игра должна в ближайшее время выходить, потому что, ну, зачем им выпускать такие видео
вроде шорцы, если они игру еще будут не выпускать очень долго. Поэтому, в принципе, вот эта теория, то, что игра должна появиться в ближайшее время, логично. Тем более эти обучающие шорцы, они, можно сказать, сильно отличаются от прошлых, которые были перед ЗБТ. Тут все-таки больше информации и больше цифр, связанных с техникой. И в той же статье нам разработчики лучше раскрыли механики игры, особенно для тех, кто в игру никогда не играл или только на ЗБТ пришел. Поэтому, если помните, я в начале этого года говорил, что максимум игра должна выйти до лета. Может быть, оно так и получится, хоть уже и середина мая практически. Ну или на крайняк, мне вот на днях пришла идея. Все решится на Gamescom, который будет в конце августа этого года. Что если так получится, что до августа игра все-таки не выйдет в релиз, я считаю, что на Gamescom что-то должно произойти. Потому что, я вспомнил один момент, который был со старой игрой, что когда только старую игру решили выпускать, разработчики приходили на Gamescom или Игромир, я точно не помню, что там было в 2010 году. И сразу же после этого игру выпустили в открытый доступ. И я предполагаю, что и с What Head подобное может произойти, что если до августа игру в открытый доступ мы не получим, на Gamescom должно что-то произойти очень важное, и игра может после Gamescom уже появиться навсегда, а не на несколько дней, как у нас было в апреле. Что мне вот такая вот интересная мысль пришла, что возможно что-то из этого будет, но я все же склоняюсь, что игра должна появиться вообще в ближайшие месяцы, даже может быть раньше Gamescom, потому что нахрена им тогда выпускать вот эти вот обучающиеся шорцы? Зачем, спрашивается, что потом все про это забыли? Нелогично как-то получается, поэтому игра должна быть в ближайшее время. Это, как я сказал, чисто мое предположение, потому что официальной информации нет. Также вы можете, кстати, в комментариях писать, что вы тоже про это думаете. Может быть, у вас еще какие-то теории по этому поводу есть, когда там выйдет игра. Но я думаю, если до Gamescom ничего не произойдет, то там уже должно все решиться. Наверное, на этом буду видео заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно на канал подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Пишите также в комментариях, что вы думаете по этой теме. Также на Telegram с новостями подписывайтесь, потому что если все какие новости по игре выходят, я сразу публикую в свой Telegram-канал, чтобы сразу все узнаете. Всем до скорого и всем пока.